Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Я предлагаю вам общий расклад Таро. Он молчит. Что происходит с ним из-за вас? Что он думает о вас сегодня? Его чувства к вам сейчас, когда оба молчите, когда он ушел и когда непонятно, конец или пауза в отношениях. Давайте посмотрим, что будет дальше, как будут развиваться события, какие у него планы, что он решил, что будет делать и вообще, что будет происходить в ближайшем будущем между вами. Если это будущее, если оно есть, то какое? Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера. Я постараюсь сделать этот расклад универсальный, но буду расставлять некие акценты, да, где есть женское больше, где есть мужское. И если вам нравится больше, когда чисто гадание идет на женщину, да, пишите в комментариях, я тоже буду учитывать это, или когда чисто на мужчину, да. Но все-таки мне кажется, что общий расклад – это тот формат, когда вы сами берете свое для себя и получаете подсказки, советы, инсайты и, может быть, даже какие-то озарения, прозрения, открытия для себя. Начнем с того, что давайте посмотрим, что происходит между вами прямо сейчас. Вот кто пришел на расклад, с какой ситуацией. Давайте посмотрим. І я переверну наш годинничок. І нехай піде тайм, да? Відліку, зворотнього відліку нашого розкладу. Да? Давайте посмотрим, что происходит между вами сейчас. Что происходит между вами сейчас. Надо батареечку поставить котиком. Вы соскучились за котиком на моем столе? Напишите, пожалуйста. Так, что у нас тут перевернута колода, да? Итак, давайте смотреть, что происходит. Угу. Котел. Знаете, ваша вот ситуация, да, она... В чем ее суть? Она не только между вами двоими разворачивается. То есть, вот есть ваши отношения, но эти отношения как бы варятся в общем котле. То есть эти отношения что-то или кто-то объединяет. Это может быть и коллектив, это может быть энергия коллектива, настроение коллектива, правила коллектива и даже магия. Может здесь быть, мы все-таки взяли такой оракул, который может с магическим подтекстом быть. Но, тем не менее, вы варитесь как бы в общем котле. И отсоединить свои отношения от этого котла, на данный момент котел выпадает. Вы еще в своих отношениях как бы в общем котле, да? Смотрите, следующая карта идет бумеранг. Почему он сразу выпадает? Может, кто-то вас отталкивает в этих отношениях. Может быть, действительно вам кто-то мстит. Да? Такое тоже часто бывает, где в отношениях кто-то завидует и мстят, да. А может быть просто, знаете, такая ситуация, что вы как бы на разные орбиты выходите. То сближаетесь, то отдаляетесь, да. Например, он или она ушел, потом пришла. То есть вжик, 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 да, вот так. Как бы ближе дальше, да. Окей, такое часто бывает в отношениях, да, вот. Когда я просматриваю чьи-то расклады, да, то вот то ушел, то ушла, то пришел, да, вот туда-сюда ходит. Тем не менее, здесь больше как будто бы вы на разных орбитах, да, то есть и эти орбиты иногда сближаются, иногда отдаляются. И здесь у вас мог быть даже такая ситуация, где конец и пауза уже были. Вы это похоже, что вы уже проживали. То есть он или она возвращаются, да. А вы уже напишите, у вас похожая ситуация или нет, да, возвращается ли он, она. Хорошо, давайте посмотрим дальше, что здесь еще есть, что увидят у вас карты Таро. Видите, и знаете, эти отношения у вас действительно какие-то непонятные, таинственные, загадочные. Есть какая-то тайна.
Может быть, он хранит эту тайну, может быть, вокруг вас присутствует тайна, да. Вы как будто бы, знаете, не понимаете, что происходит, и, может быть, в тайне что-то делаете, да, от него или от нее, например, тайно наблюдаете, тайно страдаете по этому человеку. Может быть, даже тайно делаете какие-то обряды, ритуалы на этого человека, да. Ну, какая-то мистика, может быть, действительно магия. Но пусть эта магия не на вас магича, да, а вообще какая-то магия, в общем, здесь происходит, да, в этом процессе. Не обязательно вы это делаете, но и не обязательно кто-то, может, вы как бы создаете поле магии. То есть есть некая загадочность в этом всем процессе, да. Для чего, почему, это уже второй вопрос. Хорошо, дальше идем. Да, она есть. Здесь мистика, магия, Луна все-таки выпала. И, ну, куда мы ее денем? Да никуда мы ее не денем, эту Луну, да. Ну, смотрите. Здесь, в этом раскладе, в ваших отношениях присутствует мистика, магия, тайна, загадка, бумеранг, причинно-следственные связи. И это уже, знаете, это не просто отношения. Такие вот какие-то земные, да. Здесь уже Луна. А Луна это уже какой-то уровень такой, более высокий, да, знаете, что ли. Где-то вы чувствуете друг друга интуитивно, например, да. Где-то вы читаете мысли, где-то можете предвосхитить ситуацию. И знаете почему? Потому что оно уже у вас не первый круг проходит. Эти отношения, они у вас как будто бы вот циклами идут. Ну, это определенный цикл. Даже вот бумеранг это о циклах. Всегда он же возвращается. И Луна. И смотрите, мы сегодня делаем расклад. Вот как раз полнолуние. Ну, я там не помню, по-моему, сегодня уже, да. Так вот, по Луне, да, то есть вот у вас сейчас в отношениях вы насыщены. Вы перенасыщены с этим человеком. И я вам так скажу, можно ли рассчитывать на то, что этот человек вернется? Пока что да, есть бумеранг. Когда? Непонятно. Какие силы воздействуют? Пока непонятно, да, тоже, потому что тайна, Луна, вот такое. Но мы уже подозреваем, что это тайны и загадки вашей судьбы больше здесь работают, но им помогают, этим тайнам и загадкам, да, им помогают какие-то элементы магии вашей и внешней. Почему я не отделяю? Потому что здесь перемешка идет. Перемешано все. И если вы, допустим, знаете, что вы, например, ну, у вас, например, защита стоит, да, то с внешней стороны, да, или еще внутри этого котла отношений может быть другая защита, контрмера, да, или контрдействие. То есть есть причинно-следственные связи, и есть действие, и есть противодействие. Понимаете? Окей. Очень много чувств здесь, очень много глубинных переживаний. И такие, знаете, это отношения такие тяжелые, трудные, но они как бы трудные по эмоциям, эмоционально трудные. А может быть, просто вы сейчас пребываете в таком достаточно сложном, трудном психоэмоциональном состоянии, когда он или она ушел, отстранился, да, и вы опять не понимаете, почему тайна, а вернется ли, хотя подозреваете, да, куда он денется или она денется от вас. То есть вы, по сути, как спутники работаете, да. Видите, Луна это спутник Земли, на секундочку, а бумеранг возвращается, поэтому, ну, на какой бы орбите Луна не находилась, да, там дальше, чуть ближе и так далее, да, на своей орбите. Ну, под каким там углом, в какой фазе и так далее, да. То есть она все равно ж возвращается, вы же видите эту Луну, понимаете, да. И даже есть какое-то предчувствие у вас. Интересное такое погружение сегодня я переживаю какое-то, да. Хорошо, ну, видите, в этом котле не без свиньи. Что-то есть нечистое такое, и оно, видите, возле Луны. Я вам так скажу. Вам кто-то, давайте так скажем, если не гадит, да, не гадит, то пакостит, да. Есть элемент и нечистой магии, и нечистых эмоций, и нечистых чувств, и желание, извините, подпакостить, да, не буду говорить подос, нет. Ну,
подгадить, да, вот так. Аж захотелось мне, да, видите, смотрю на свинью и захотелось себя почистить. Да, психосоматика называется. Это высшие силы говорят: помойся, да. Хорошо, давайте посмотрим, что действительно высшие силы говорят по этому поводу, да. Духи. Дух, что скажет дух по поводу вашей ситуации, да. Давайте смотреть. Вот так. Что скажет дух? Ну, дух говорит о зависимости. Ну, смотрите, здесь нужно понимать, кто это марионетка. Вы или ваш партнер, партнерша. Зависимость здесь и не дает возможности разорвать эти отношения. Почему они до сих пор не прекратились, как вы думаете? Потому что это зависимость. Может ли это быть созависимостью? Да, безусловно, это может быть созависимостью. Поэтому, смотрите, ситуация настолько интересна, что уже и непонятно, а хорошо или плохо, что у вас происходит отдаление. А хорошо или плохо, что у вас происходит сближение. Понимаете, в чем дело? Скажу так. Если взять общую картину, кто пришел на расклад? На раскладе пара, которая сама не понимает, что происходит. Ни он, ни она, да, ни первый участник взаимоотношений, ни второй не понимает, что происходит. Все чувствуют, что здесь что-то есть неадекватно таинственное, мистическое, магическое. Друг без друга не могут. Даже гадят друг другу, извините, да. И еще есть элемент такой щепотки, ну, как говорится, дегтя, да, или маленькой ложечки дегтя в большую бочку с медом, да, кто-то привносит. То есть сами, да, друг другу можете подгадить, и еще кто-то подгажет. Окей? Окей. Хорошо, давайте теперь погрузимся в котел. Представьте себе, что ваши отношения — это большой котел такой, да, и вы, ну, варитесь в этом котле. Давайте самый главный ингредиент, это мы немножечко инсайты посмотрим, да, как-то подсказки, можно так сказать. Самый главный ингредиент вашего котла. То есть, ну, это основной продукт. Вот, например, в борще, да, основной продукт — це м'ясо, да. Тому що, якщо немає м'яса, то це вже щі. Хоч полущі, да. Оп. Ну, смотрите, основной ингредиент ваших отношений — это молодость. Раз. Это дети. Два. Это деньги. Три. И это внешнее влияние. Внешнее, ну, то есть есть кто-то еще извне. Это 4. То есть посторонние, есть молодые, есть детки и есть денежки. Да? Окей. И вот этот замес дает вам шанс на то, что это повторяется, потому что это шанс извне. То есть сам этот котел, сама эта среда, она такая, что уже вам дает возможность, ну, как бы пройти какой-то круг, типа начать, типа закончить и вернуться. Вот здесь закончить. Начать вроде бы неплохо, а закончить по свинке, да, по вот этой хрюше. Ну и марионетка, она о том, что вы вернетесь, или он вернется. Здесь есть некий такой не самый чистый замкнутый круг. Окей, хорошо. Бумеранг — это о чем в ваших отношениях? О чем в ваших отношениях бумеранг? Или, ну, про что этот бумеранг? Бумеранг про любовь. Возвращает вас любовь, мысли, чувства, планы, действия и... Больше это чувство. То есть, почему он возвращается? Испытывает чувства, любит, скорее всего, да, или воспринимает вас как своей второй половинкой. Я могу сказать, здесь может быть родственная душа. Вот здесь вот эти ситуации, она развивается больше по
сюжету пламенных близнецов больше. Но подозрение на родственные души может здесь тоже быть. Больше, конечно, родственные души, но бумеранг, он близнецовости добавляет вот этой пламенной. Да. Окей, а что за тайна в ваших отношениях? О чем она? Что это за мистерия такая? Откуда и что она скрывает? Что скрывается за саваном мистерии? Императрица, женщина скрывается. Но смотрите, тайна говорит о женщине красивой, зрелой, сильной и очень ресурсной. И тут нужно понимать, кто это императрица, вы или эта женщина, которая посторонняя, да? Ну, она это о части котла или это вы? Ну, скорее всего, это вы, если вы телец, дева, козерог. И если вы считаете себя императрицей, значит тайна это вы. И вы вносите элемент мистерии в эту ситуацию. Да? Вы автор этой таинственной интриги, вот так можно сказать. Именно вы. Но если вы не телец, не козерог и не дева, то скорее всего это кто-то. Может ли это быть мама, жена, да, потому что императрица это та, которая родила уже, да. Ну, особенно та, кто имеет отношение к детям. Хорошо. Давайте спросим, что скрывает Луна? Луна обычно это то, чего мы не видим. То есть, чего мы не видим. Но сейчас, благодаря тому, что здесь Луна полная, мы открываем это в полной мере. То есть, чего мы не знаем, или тайное, что нужно вывести или сделать явным. Да? Чего мы не видим. И мы не видим здесь влюбленных. Мы не видим здесь влюбленных, и ну, они как бы прячутся. Они как бы за или на обратной стороне Луны. И здесь очень интересно выпадает. У меня такое ощущение, что здесь с одной стороны двое влюбленных, с другой стороны двое влюбленных. Котел. И императрица как бы сидит, да, и смотрите, она, ну, как бы смотрит то на одних, да, то на других смотрит, да, вот так вот. И непонятно, императрица как бы по центру, и такая наблюдает, да, вроде бы как, смотри, здесь классно, и здесь классно, да, круто, здесь любовь, и здесь любовь. А она как бы между этих двух огней. Получается. И как бы она-то как бы в шоке получается. И как бы за ней тайна прячется, да, это. Понимаете, в чем дело? Поэтому за покровом полной луны, или когда луна в новолунии, мы не видим, что есть влюбленные, что есть любовь, и она с двух сторон. Это любовь. Эти чувства, они как бы и слева, и справа. Понимаете, о чем я говорю здесь, да? Напишите в комментарии. Вот как получается так, что таинственная императрица оказалась на троне между двумя чувствами, здесь и здесь. Причем я не делаю особой разницы. Ну, конечно же, этот аркан сильнее, вот этот. Этот как бы слабее. Но я здесь в этой ситуации не делаю особой разницы. Почему? Потому что двойка кубков одна из самых лучших тоже карт на отношения, как и влюбленные. Но здесь нужно делать выбор, а здесь как бы родственная душа, да, идет больше. Окей. И теперь давайте посмотрим, что есть нечистым. То есть то, что мы не замечаем любви, чувств, и они с двух сторон. А что есть здесь нечистым? Здесь нечистый это висящий аркан, или он же повешенный, да, и марионетка рядышком. Смотрите. Смотрите, как интересно они висят. Один висит за ручки, ну и за ножки в том числе. Второй висит за ножки. Прекрасная, да, комбинация.
Ну, в кавычках прекрасная комбинация, да. Что здесь интересного, да, вот в этой ситуации? Нечистая связь. Почему? Потому что она созависимая и зависимая получается, да. Хорошо. Как видит дух, давайте спросим. Насколько темна или нежелательна эта зависимая связь? Почему? Потому что, ну, свинья, в принципе, не очень хорошая карта. И повешенное это страдание. То есть здесь как бы грязью или нечистым является то, что сама ситуация болезненная. Ну, не надо так. Не надо так себя изводить, страдать, переживать, да, в этой ситуации. И нужно понимать, а чем ты жертвуешь, а для чего ты жертвуешь, а почему ты жертвуешь, а нужно ли тебе жертвовать. А кто тебя поставил в такую ситуацию? Ну, не ввел ли ты себя в эту ситуацию? То есть, не сам ли ты создал это страдание? Понимаешь, да? То есть, это тебе не надо, или это тебе действительно надо вот это вот висеть в этом положении, где кажется, что это дело нечистое, да, вот, ну, такое вот. Немножко сумбурчик такой, ну, давайте спросим, вот дух как видит? Дух говорит, нужно рвать, разрывать. Ты должен сопротивляться и вырываться из этой связи, да, из этой веревки, да, как говорится, ну, из этих оков, да, вот так. Ты должен вырваться из этих оков. То есть духу это не нравится. Он говорит, ну что ты висишь? Ну давай вылазь отсюда, да, или ты попал в ловушку какую-то, выходи из нее. Ты должен напрячься, разрезать эти оковы, да, сбросить это с себя. То есть духу это явно не нравится. А вот вы как вы считаете, вам нравится эта ситуация? Ну, понятное дело, что она, ну, конечно, она не очень чистая и не очень комфортная. Но, как бы, вот смотрите, сравните просто свое ощущение и с духом. Вы согласны с духом на вот этой вот, там, на 22:40 час идет время, плюс-минус там. Согласны или нет? Хорошо. Давайте посмотрим. Вот первое, что дают вам эти отношения? Что вам дают эти отношения? Пока что. Потом перейдем мысли, чувства, планы, действия его, да, или ее, да. Что дают вам эти отношения? Что дают вам эти отношения? Именно дают. Вот почему вы до сих пор вот в этих висячках, да, в этом зависании, как говорится. Что они вам дают? Да ничего они вам не дают. Пустыню. Они вам дают, знаете, как будто бы вы в этих отношениях идете и думаете такие, вот я пройду эту пустыню, я смогу пройти. Это, знаете, как, да, Моисей водил своих там поклонников по пустыне 40 лет, да, так и вы вот водите, а что вы видите? Ничего. Но это дает вам достижение какой-то своей цели. А вот какая она у вас, это уже совершенно, ну, отдельный, как говорится, или иной разговор, да. Я не вижу, что в пустыне... Хорошо, а вам это дает жару и пустыню. То есть, жару и жажду. Скорее всего, вы утоляете жажду таким способом или таким образом. Хорошо, давайте дальше идем. Я вижу здесь бумеранг и влюбленные. Что заставляет вас возвращаться друг к другу? Ну, проверим, может быть, действительно родственные души, да. Родственные души. То, что я предполагал, бабочка. И смотрите, вы сближаетесь и удаляетесь, но что вас заставляет возвращаться друг к другу? Сам процесс реинкарнации, регенерации, перезагрузки души. Поэтому это родственная душа. Бабочка – это всегда символ души. Но и бабочка – это символ, рециркуляции. Поэтому вам и надо сближаться и отдаляться. Родственные души, в принципе, могут быть в таком ритме, давайте так назовем, или в таком цикле жить, да, и циклы у них могут быть год, месяц, 2, десятилетия или вечности, да, условно говоря, или столетия. Хорошо, вот что это за императрица таинственная такая? Давайте ее расшифруем.
Ой, это теневая императрица, и как минимум она действительно, мистерия на нее падает, таинственность, да, и она действует в тени. То есть я ее подозреваю в чем-то не очень чистом. Это уже второй вопрос, как она справляется со своей совестью, эта императрица, да. Но, тем не менее, эта женщина, она, ну, давайте ее скажем так, она действует очень и очень нечисто. И можно ей дорисовывать эти рожки, да, и смотрите, эти рожки, но я не буду сильно приближать, у нее такая же корона, потому что немножко давайте я покажу все-таки, да, такая же самая корона у нее здесь. Смотрите, какие тут рожки у тени, да, вот этой. Похоже? Похоже. То есть, что за императрица? Эта женщина явно темнит, действует из тьмы, все-таки из-за Луны. И наблюдая, может вносить в котел щепотку вот этой вот свиньи. А щепотка свиньи, здесь вот это мясо, да, как говорится, в борще, оно привязывает эту ситуацию, докидывает веревочек этих, ниточек, волосиков и замедляет эту ситуацию и делает ее более болезненной, страдающей эту ситуацию. Поэтому эта императрица есть тайный повар на кухне отношений, которая добавляет такой ингредиент, который делает эти отношения более болезненными и страдальческими. То есть вы едите борщ с таким перцем, ну, что прям горит все изнутри. А горит у вас это как раз тот самый поход в пустыне, где вы говорите воды, а вода только за галстуки. Ну, кто не знает этот анекдот, кто знает, напишите этот анекдот про воду в пустыне за галстуки. Ну, ладно, это все отклонение, да, немножечко сегодня девиации, это же девиантная луна. Давайте посмотрим, настоящая ли это любовь. Про родственные души мы уже посмотрели. И мы можем сказать, что родственные души могут друг друга любить только по-настоящему. А вдруг нет? А вдруг это не настоящая любовь? Давайте проверим. Это настоящая любовь. Сама судьба свела вас в этой пустыне. А говорят, что в пустыне есть бабочки. Ну, не говорят, они есть бабочки в пустыне, но смотря какой пустыне. Послушайте композицию Madis The Desert of Lost Souls, да. Пустыня заблудших, потерянных душ. Очень хорошая, вам понравится, кто не слышал. Да, это настоящая любовь, и да, вас судьба сводит. И с этой стороны это настоящая любовь, и с этой. И как ни посмотри, это постоянно настоящая любовь. И, возможно, даже эта императрица, внося вот эту лепту в ваш котел ваших отношений, дает вам постоянно возможность посмотреть на эти отношения под другим углом. Поэтому это и родственные души, и пламенные близнецы, как кармические отношения одновременно. То есть эти отношения у вас не просто так. И даже вы не просто так сегодня пришли сюда, на этот расклад. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот он свинья, и вот он висящий, да? Когда вы можете избавиться от этой грязи, да, висящей грязи на вас, да? Когда? И нужно ли вам избавляться от нее? И нужно ли вам от нее избавляться? Может, это не висящая грязь на вас, да? Ну, смотрите, вы уже привыкаете к какому-то огню, да, в пустыне, да, вы привыкаете к этому солнцу, с одной стороны. А с другой стороны, вы еще не готовы. Вы избавитесь от этого всего, когда пройдете вот такой отжиг огнем, да. То есть вы обожгетесь, естественно. И обожгетесь так, что получите такую
привычку дуть на холодное, как говорится, да, или перебдеть, будете перебдевать постоянно. Поэтому, да, вы пока что не готовы, и со временем это все будет снято огнем с вас. Ну, как это будет снято? Может, вы очень сильно загорите, да, и посгораете прямо. Может быть, обожгетесь где-то и в прямом или переносном смысле слова. Хорошо, а что дух говорит по поводу вашей агрессивной позиции? Что дух говорит по поводу вашей агрессивной позиции? Именно вашей. Ну, смотрите, ваша агрессивная позиция сейчас это маска. И ваша агрессия – это всего-навсего попытка защитить себя. Но на самом деле этой агрессии у вас нет. Со временем вы поймете, почему ваша агрессия – это всего лишь навсего маска. Ну, в этих отношениях. То есть, таким образом вы что-то скрываете. Может быть боль, может быть беспомощность, может быть бессилие, может быть страх. Что скрываете? Это, может, совесть свою скрываете. То есть это уже ваше, сугубо личное. Хорошо. Итак, мы переходим к самому интересному, да, вкусному. Я вижу пустыню. Пустыню вижу, видите? И я хочу спросить про него. Он тоскует, скучает за вами. Пустыня все-таки. Тоскует ли, скучает за вами? Да или нет? Да, тоскует, скучает, не может пока что отпустить вас. Здесь 4 пентаклей. А по 4 пентаклей он так крепко в вас вцепился, так крепко держит вас, да, что, ну давайте я скажу, что он не готов пока вас отпустить. Поэтому он, по сути, находясь без вас, держит вас в руках. Может быть, это фотография, может быть, это какой-то артефакт, подарок, который вы ему подарили. Ну, может быть, там, я не знаю, какое-то кольцо или там амулетик, оберег, может быть, там какой-то сувенирчик, да, что-то в руках он держит. Там, такое не сильно большое. Знаешь, какую-то купюру вы ему подписали, открытку. Давайте спросим. Ему сейчас без вас легче или нет? Как его душа воспринимает вот это отдаление от вас, да, что он сейчас на другой орбите, дальше, далеко от вас находится. Видите, какой-то волос попался мне тут. Волос это о чем? Длинный волос. Но это о том, что что-то вас связывает. Это вот этих нитях. Да, и вот что он чувствует? Тоскует еще раз. Смотрите, он тоскует 6. Смотрите, 6 кубков. Он без вас не может. Он вспоминает, вот проигрывает в своей голове вот этот вот театр где-то абсурда, а где-то радости, где-то удивления, а где-то гнева своего, да, то есть его душа без вас, она как бы проживает прошлое, то есть он ностальгирует. Смотрите, вот он крючок. Это крючок и ваш, и его, потому что здесь пара, и здесь пара. Может ли быть пламенными близнецами? Да, все-таки может быть здесь. Здесь расклад и про родственные души, и про кармические отношения в формате пламенных близнецов. Вот так. Хорошо. Вот есть тень. Что он скрывает даже от самого себя? Сейчас, внутри себя. По отношению к вам, естественно. Он скрывает то, что он поторопился. И поторопился сказать то, что сказал, хотя сам внутри себя имеет этот огонь, имеет чувство. То есть он понимает, что он погорячился, но не в силах сейчас вам пока что написать что-то. Поэтому он хочет написать, выйти на связь, но понимая, что поторопился, не делает этого. Ну окей, интересно, интересно. Хорошо, чем же это все разыграется, да? Считает ли он, что он поступил правильно? Считает ли он, что он поступил правильно? Проверяем вот это. Эту вертикаль. Нет, не считает.
Как минимум, если даже он сейчас так и считает, вдруг, ну, если он так считает, хотя, скорее всего, не считает, он будет так считать, потому что здесь, ну, вообще карта самая дегенеративная, да, деградирующая. Ну, так, я скажу, материальный мир, его материальный мир подсказывает ему сейчас, что он ошибся, и он это понимает, и он это чувствует. И на уровне чувств своих вот здесь, к материальному миру. И вот она 4 пентаклей, и вот она 5 пентаклей. Понимаете? И вот эти две карты как раз и говорят о том, что он как будто бы потерял что-то и цепляется за эту маленькую вещичку. И она, как бы он ее не может упустить сейчас, отпустить. Какие горячие, но болезненные чувства внутри него сейчас провоцируют извержение вулкана именно. Извержение вулкана именно. Что провоцирует в нем? То есть, ну, что его злит по отношению к вам, да? Паж жезлов, он не знает, как вам себя показать снова. То есть он не понимает, на какой, условно говоря, пропозиции к вам подойти теперь, в этот раз. Почему? Потому что каждый круг отдаления и приближения он придумывает какую-то новую идею, какую-то новую зацепку, какой-то новый волшебный ход. Ну, жезл, да, это волшебный, ну, волшебник, жезл, все-таки, да, и здесь огонь. То есть у него пока что нету идей, как он может теперь вернуться к вам по этому тонкому льду, не провалившись под этот тонкий лед, да. Давайте посмотрим, он честен с вами, по мнению духа, или... ну, давайте так скажем, что он скрывает, мы смотрели, но это внутри себя. А это какую правду он от вас скрывает? Какую правду он от вас скрывает? Какую правду он скрывает от вас? О, структура. Но он на вас очень зол. Именно, но это агрессивность все-таки, да. То есть это понимание того, что на здесь и сейчас это конец. Это я вот четко понимаю, что я разорвал эти отношения. Господи, да он уже 150 раз так делал. Ну, условно говоря, да, то есть он уже так делал. И как, да, или она так сделала, и как, и опять висящий, да, и опять марионетка, да, понимаете. То есть здесь вот какую правду он скрывает, как вы думаете? А я вам сейчас скажу, смотрите, маска. Он врет себе и вам, что он сильнее, и что он может разрубить этот Гордеев узел, да, как македонский в Гордии, да, когда-то, да, на этой колеснице разрубил этот узел. То есть он мнит себя стратегом, да, македонским, который может разрубить этот узел. То есть, по сути, он скрывает от вас правду, что он сильнее, но на самом деле без вас не может. Почему? Потому что это все-таки структура. Структура. И кто здесь владеет миром в этой карте? Король или вот этот вот чертик, который держит мир в руках своих? Ну, а чертик здесь, мне кажется, теневая все-таки эта императрица. Поэтому его правда по отношению к вам является правдой по отношению к себе. Вы же все-таки близнецы и родственные души. Хорошо, он врет, что может без вас на самом деле самому себе, но для вас. Окей. Хорошо, что в вас он считает самым ценным, самым дорогим, да, или самым уникальным? Вот здесь смотрим. То, чего нету в других, но проявляется в вас. То, чего нету. И он считает это ценным.
Обалдеть, ну как такое может быть, когда на такой вопрос выпадает самая ценная карта, да, роскошь. Он вас считает роскошью, вы самая роскошная или самый роскошный. Ну, мужчины тоже, смотрите, здесь вы шикарный мужчина, скажу я вам, может богатый, а может быть щедрый. Ну, а женщина это просто ля-ля, як кажуть. Ти не подарунок, щита цяця. 100 із 10 ніжність з грацією. Да? Якось так. Но, тем не менее, это все-таки лирика, а тут вот реальность такая. Да? А які гудзики файні, ну ти подивись тільки. Такі місяці. Ну добре, смотрите, что в вас самое ценное, он считает. Вы и есть та самая ценная, и вы и есть та роскошь. Вы роскошная та, без которой он не может. Хорошо. Вот прямо сейчас, что он чувствует к вам? Как раз карта такая о чувствах здесь. Чувство, бабочка, шестерка кубков и бумеранг. Какое чувство его к вам приближает? Вот так давайте спросим. Именно сближает. Его чувство. Страсть. Страсть разрывает его. Может быть, душит. Но все-таки разрывает здесь. То есть он не может ее сдержать. Вы, как партнер или партнерша, держите его страстью на этом крючочке. Страсть. Неважно, было что-то между вами, не было между вами. Все равно это как вожделение, да, вот это оно и есть. Та самая важная составляющая, одна из самых главных компонентов того огня, который горит в этом котле. Вот он котел горит, помните, да. Поэтому какое чувство? Чувство неконтролируемой страсти. Хорошо. Хоть что он хочет вам передать, спешит передать. Вот представьте себе, что он вот мыслью какой-то, да, вот какую мысль он хочет до вас донести. Я главный, я король, я все могу, все зависит от моих планов. Все на меня концентрируют, внимание, отдают мне всю энергию. Он такой немножечко вампирчик. Но знаете как, он не то что вампир, прямо сказать, что уж прям такой вампирюга всю кровь из вас высасывает. Особенно это про мужчину. Но вот он любит, когда его поддерживают. Когда он лидер, когда он такой даже теневой лидер. Он все может, да, может разрубить любой узел, да. Короля делает свита. Всегда так было, есть и будет, да. Да? Смотрите, как интересно. То есть, что он хотел вам передать в мыслях? Я прав. Я поступил правильно. И ты должна со мной согласиться, да. И я вот пойду туда, в будущее. Вот там у нас будущее, вправо. Но на самом-то деле я вернусь. Он-то опять возвращается назад. Смотрите, и куда он возвращается? Он к вам возвращается, этот человек, по сути. Потому что если ко мне за ручку кто-то возьмется, да, какой-нибудь там маленький чертеночек, да, то этот чертеночек обязательно волей-неволей приведет меня назад. Поэтому он вам хочет передать, что я разрубил этот узел. Вот он. Я его разрубил. Но я все равно вернусь, потому что я прав. То есть, есть противоречие самому себе, да, вы же чувствуете, улавливаете. И в этой шизофрении можно разобраться легко. То есть, человек не может принять решение. Почему? Потому что у него тут марионетка, а тут висящий. Кармический узел просто так не развяжешь. Понимаете, в чем дело? Потому что уже это навязано или судьбой, или вы навязали, или вам уже его навязали. Потому что есть судьба в этом сюжете. Есть третье лицо и есть ваши действия какие-то. Понимаете, да? То есть вы уже это сделали, сотворили часть этой реальности. Насколько ему сейчас без вас плохо? Пятерка пентаклей проверяем. Насколько ему сейчас без вас больно? И больно ли, и плохо ли? Может, он лежит, кайфует, или она кайфует с кем-то там, да, например. Плохо, больно, страдает. И смотрите, эта карта
не самого комфортного ухода. Часто это уход на пенсию, когда ты уже настолько привык к своему месту, что, отрывая тебя от этого места, ты отрываешь себя как будто бы от реальности, от нормальной жизни. Да. Ой, не хочу, не буду, не хочу. Ой, я уйду, а назад-то хочется. То есть он как бы бежит от себя, от своего места, а назад вернуться хочет. Понимаете? То есть 8 кубков. Особенно вот на мужчину, если мы гадаем, он типа ушел, а назад прямо его туда волочит. Ну, потому что, опять-таки, 12 и марионетка. Вот оно так и есть. Вот поэтому он и идет назад, возвращается. Вот поэтому вот здесь 9 пентаклей. Это сила, да, страсть. Этот король жезлов. Вот эта уверенность, что я все поразрубываю. Так куда ты денешься с подводной лодки? Малыш, не торопись. Все еще будет, все ще буде. Почекай тільки. Хорошо. Что он может вам предложить вообще, этот человек? Вообще, что он может вам предложить? Еще. Вот если он уже вам что-то предлагал, да, предлагал, да, постоянно вроде бы что-то предлагает. Вот что еще он может вам предложить? Ой, знаете, ну это я эту карту называю «Дитя кукурузы», да, вообще классные карты, одни из самых лучших колод вообще. Но, смотрите, он вам предложит борьбу. И, не знаю, вы смотрели, читали книжку «Дети кукурузы» или нет, можете почитать, в принципе, для разнообразия. Но это сопротивление. Это поход через тернии к, ну тут не к звездам, а к Луне, да, к чувствам. Вот, через тернии к чувствам. Поэтому скажу так. Ничего, кроме пламенной борьбы, он вам предложить не может. Но, возможно, в этом и есть часть сценария по висящему и марионетке пламенных близнецов. Где-то вы родственные души на уровне пламенных близнецов. Такое тоже может быть. Ну, в пространстве вариантов есть все. И вы сочетаете какие-то элементы и огня, и воды. Да? То есть, и он, вот, может быть, даже чувствует себя в этой ситуации, в этой стихии огненной более комфортно. Да, и смотрите, у него же выпадает король жезлов и король мечей. Это родственные союзные стихии, то есть огонь и воздух дружат. У него противоречия для себя нету. А у вас может быть позиция, смотрите, где, если это вы императрица, то это земля, это устойчивость. Ну а если вы не императрица, а земля, опять-таки, смотрите, опять же земля была, на секундочку, эта карта же земляная. Поэтому скажу я вам так, он вам может предложить вот эту вот непроходимую какую-то, непроходимое поле кукурузы, но кукуруза здесь имеет значение тоже. Да? Это же не просто качан, да, который можно использовать по назначению, да, а еще и источник витаминов. Хорошо. Что он понял о вас? Что он понял? Именно понимание. Он понял одно, что как бы он не отдалялся, он имеет к вам чувства и проявляет к вам чувства. И эти чувства проявляются постоянно по пажам, обратите внимание, да? Ну, как бы пажи у нас в начале, да, появляются, и где-то в финал уходят, в угол в это, да. Так вот эти пажи говорят об возобновлении, про возобновление, об возобновлении, да. И вот он паж жезлов здесь и паж кубков, он понял о вас то, или очень скоро поймет, когда попробует разрубить Гордеев узел и освободить своих лошадей снова, что какой бы рыбой он себя не мнил, вот этой рыбой или вот этой, ваши лица обязательно встретятся на краю аквариума. А аквариум — это котел. И ваши котлы вновь объединятся. Котел и 2 чаш здесь. И вы снова услышите и увидите друг друга. И слышите вы друг друга, как рыбы, на интуитивном уровне.
Теперь давайте такой немножечко блиц устроим, да, который бы говорил о следующем, да. Первое, что я хотел бы увидеть, да, здесь, это первый вопрос. Стоит ли вам продолжать держаться и вот зависать на вот этих марионетках и 12-м аркане? Пока да. То есть выскакивать из отношений, делать какие-то эмоциональные ходы, поступки не надо. Пока сохраняйте эти чувства, и как бы вам не было тяжело или там, ой, ну трудно эмоционально, да, вам нужно держать этот кубок наполненным для чего-то. Это раз. Что это вам дает? Что это вам дает? Это вам дает в любом случае успех, сохранение своего лица, сохранение своего достоинства. И это дает успех в будущем, даже в ваших делах, в работе, в достижениях, в целях и так далее. То есть вы не проигрываете, вы таким образом выигрываете. А где выиграете? Ну а какая разница, где вы выиграете? Главное выиграть здесь, да. Главное не чувствовать себя потерпевшим или проигравшим. Что висящий аркан — это потерпеть. Император, смотрите, он как партнер, как мужчина будет стоять на своем. Ну и пусть себе стоит. Сколько он уже раз стоял на своем? Да. А когда он не стоит, то смотри, как он висит. Окей? А висит он неплохо у него, да? Точнее, он висит у себя самого. Точнее, вот так, да? Хорошо. Следующий вопрос. Будет ли он вас настойчиво возвращать? Нет, пока не будет он вас настойчиво возвращать. Но смотрите, он идет от вас и постоянно возвращается, да, лицом. То есть он вас будет провоцировать. Провоцировать какими-то знаками провокационными, да. Ну, тавтология, ну да, то есть оно так и есть. Какими-то жестами, да, он будет. То есть возвращать не будет, но будет делать знаки. Хорошо. Следующая карта. Может быть, вам вообще закрыть, запечатать и разорвать все, сжечь вот прямо вот все мосты прямо сейчас. Ну, я так скажу. Во-первых, вам нужно посоветоваться еще с кем-то. Ну, с авторитетным для вас человеком. Ну, не знаю, может подруга какая-то, может быть. Может у вас подруга судья есть, или подруга там помощница судьи или прокурора. Неважно. Здесь нужно посоветоваться и не нужно торопиться еще раз. То есть мы, по сути, проверили вот эту карту. Ну и здесь нужно поступать взвешенно и не терять лицо. То есть вариантов у вас достаточно много. Все ключи у вас. Поэтому, ну куда он денется? Ведь у него ж вон 2 висящих карты. Но помните о том, что эти висящие карты, они же и ваши, эти карты. Поэтому он от вас зависит, а вы зависите от него. Будете ли вы вместе? Ну и здесь рыцарь кубков. Конечно же, этот рыцарь кубков и этот паж кубков опять символизирует слияние рыб, слияние лун, да, и слияние на уровне воды, на уровне клеток, на уровне душ, на уровне ДНК. Но это же и есть висящие. Поэтому, да, вы будете вместе, и рано или поздно тайм-луп или петля времени обязательно соединит ваши души в едином котле, из которого кажется, что выхода нет. Но помните о том, что выход всегда есть. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па.